Добрый день, дорогие друзья! Вот мы сегодня подошли к тому рубежу, когда я готов с вами поделиться об основах медитации, то, к чему я шел очень много лет. И я думаю, вы тоже проделали немалый путь, чтобы найти какую-то истину, найти какой-то инструмент, который вам будет помогать определяться в жизни, находить правильные решения, выбирать правильный путь, правильно относиться к людям и избегать каких-то страданий и невзгод. И я вам могу с полной уверенностью подтвердить, что вот эту медитацию, которую я вам сейчас расскажу, и которую вы уже начали практиковать, она уникальна и беспрецедентна в своем эффекте и заменит вам 1000 сеансов у психологов, 1000 книг, которые вы будете читать и искать ответы на свои вопросы. Все ответы на ваши вопросы, они находятся внутри вас. Ни один психолог вам не ответит на тот правильный путь, который вы должны выбрать, потому что этот путь, он внутри вас. И именно медитация позволяет, которую сейчас мы с вами разберем, позволяет вам увидеть этот путь, пойти по нему и изменить свою жизнь, изменить отношение к окружающим людям, изменить отношение к разным происшествиям, предметам, изменить отношение к своему здоровью, изменить свое отношение к нездоровью. И все это в ваших силах. Поверьте, ценность вот этой медитации вот именно настолько велика, что ее границы невозможно описать. Итак, что вам нужно для того, чтобы практиковать эту медитацию? Ну, если вы будете ее практиковать хотя бы один раз в день, и это у вас действительно не будет занимать много времени, полчаса вы всегда найдете. А если вы потратите на это час, это будет уникальнейший опыт и уникальнейший для вас эффект в плане вашей жизни, изменения вашей жизни и направления вашей жизни. Перед любой медитацией нужно сесть, можно лечь, но лежа, опять-таки вам скажу из собственной практики, я очень многих наблюдал, медитирующих лежа, вот, они, особенно в группах, начинают почему-то засыпать. И я всегда с улыбкой отношусь к этому моменту, когда люди говорят, что «а можно я лежа буду медитировать?» Можно, но недолго, потому что когда ваш мозг успокаивается, а если вы еще и уставший, вы непременно заснете. Можно стоя медитировать? Можно, но для того, чтобы медитировать стоя, нужен навык, нужна, то есть определенная привычка и нужна определенная физическая форма. Вам может быть просто тяжело, дискомфортно, и вы будете отвлекаться на свою усталость. Поэтому самым оптимальным способом для медитации является все-таки сидя. И я сейчас не настаиваю на каких-то там позах лотоса и прочих комбинаций с вашим телом. Вы именно выберете то положение, которое вам комфортно. Не опирайтесь спиной ни о какую спинку, не затекайте в какое-нибудь там кресло. То есть именно вот строгое, ровное положение вашего корпуса. Руки свободные, не напрягаются, ноги свободные, не напрягаются. Можете сидеть на стуле, можете сидеть на коврике, можете сидеть на подставочке. Вот на любом удобном вам месте, чтобы у вас не было дискомфорта. Чтобы посередине медитации боли в ваших суставах не начинали вас отвлекать вот от этого процесса наблюдения за своими мыслями. Когда вы выберете вот это положение, закройте глаза. Закройте глаза и мысленно взгляд свой направьте внутрь себя. Ну, просто понаблюдайте за собой, сами же своими мыслями. Выстроите свой позвоночник так, чтобы вы ощущали примерно, что от макушки до копчика, вот по этому центральному каналу через весь ваш позвоночник течет энергия, как по трубе. Словно ваш позвоночник это труба, по которому непрерывно течет энергия снизу вверх и сверху вниз в двух направлениях одновременно. Энергия неба, энергия земли.
И вы находитесь в потоке этой чистой энергии. Вас не раздражают никакие звуки, вас не раздражают никакие запахи, вас не раздражает ничто. Вы полностью погрузились, и как мы с вами практиковали на первых наших занятиях именно осознанное дыхание, переключитесь на свое дыхание. Наше дыхание – это уникальнейший инструмент как раз введения в медитативное состояние. Наблюдая за своим дыханием, вы успокаиваете свой мозг и начинаете работать именно уже осознанно. Первым шагом на медитации попробуйте принять вот те чувства, те эмоции, которые есть сейчас у вас, именно ваши эмоции. И понаблюдайте за своими собственными эмоциями и проживите их еще раз. Вот как будто вы сторонний наблюдатель, не жалея себя. Вот иногда хочется пожалеть обиженного, угнетенного, недолюбленного и так далее. Вот не надо себя жалеть, просто наблюдайте. Наблюдайте и попытайтесь просто жить этими эмоциями, какие есть сейчас. Если у вас радостные, хорошие эмоции, опять не фантазируйте, не придумывайте небылиц и таких вещей, которых просто не может быть физически. Просто вот нейтрально, пусть это радостное или нерадостное эмоциональное состояние, наблюдайте за ним. Наблюдайте, если это радостно, значит радуйтесь. Если это грустное, немножко погрустите, не осуждая себя. И вот в таком состоянии побудьте 4-5 минут. Дальше попытайтесь свой взгляд вынести вне своего тела и наблюдайте за собой со стороны. И вот словно вы две разные вот такие субстанции. То есть один наблюдатель, другой наблюдаемый. И вот вы как наблюдатель направьте к самому себе весь поток любви, дружественности, заботы. Вот не как к самому себе, а вот как к некто постороннему, но любимому вам. Вы же любите себя. И вот направьте вот этот поток дружественности, любви, заботы к самому себе. Не жалости, а вот именно такой дружественности. Вспомните свои какие-то достоинства. Вот поднимите их в собственных глазах. Не самоуничижайте, не обесценивайте. Самообесценивание вообще страшный враг любого человека. Когда мы говорим «я не могу», «я не смогу», «мне не дано», «у меня не получается», вот уберите это все. И поднимайте ваши достоинства. Во время работы, именно вот направления потока дружественности, сформулируйте фразы. Вы можете их заготовить заранее. Они могут вам прийти во время медитации. И вы их просто произнесите. Именно произнесите мысленно по отношению к самому себе. Например, я здоров и счастлив. Я способный в таких-то науках. Я способный в таких-то делах. Я мастер такой-то. Я и так далее. То есть именно как факт, как свершившийся факт. Не то, что я хочу, а я вот в этом состоянии. То есть я уже как свершившееся. И в этом состоянии, в энергетической мире, то есть именно так все происходит. Наша мысль, она мгновенно материализуется. И вот к этому состоянию материализации мысли уже потом подтягивается наше физическое тело. То есть мы задаем вектор, куда ему стремиться. Если вы говорите своей энергетической структуре, что я хочу, куда-то в бесконечность направляете вашу мысль, то ваша вся энергия будет направлена туда. И вы будете в вечной погоне, в вечном вот этом движении куда-то туда, которое недостижимо. А когда вы говорите, что это свершилось сейчас, здесь, то оно уже свершилось. И дальше вы просто живете в этом состоянии, именно в этом состоянии.
состояние мастера, состояние здорового человека, состояние радостного человека. И физическое тело, оно вынуждено подстроиться и настроиться на это состояние. Не пренебрегайте образами. Образы из вашей прошлой жизни, когда вы испытывали какие-то позитивные чувства, позитивные ощущения, позитивные эмоции. Вспомните это пространство, вспомните слова, которые вам говорили. Это могут быть какие-то сторонние предметы, допустим, какой-то цветок, который вам нравится, или который вы испытали там очень эмоциональную радость от него, или испытали от какого-то вида, вы поднялись на какую-то площадку, видели там просторы гор, там море и так далее, и испытали какое-то это чувство возвышенное. Вот эти образы, не пугайтесь, чтобы они приходили к вам. И раскрывайте эти образы в вашей медитации, направляя свою дружественность, свою любовь к самому себе, раскрывайте эти образы. Бывает, что у человека нету никаких чувств. То есть это возникает из-за того, что вот эта разорвана связь нашего сознания с нашим внутренним миром. Бывает такое. И вот, собственно, наша задача в этих медитациях эту связь восстановить. Не спешите сразу все отсечь, сразу обесценить себя и сказать: у меня ничего не получается. Это, еще раз говорю, страшнейший враг. Любое дело, не только медитация. Посидите, успокойтесь, почувствуйте тончайшие ниточки вот этой связи, тончайшие ниточки вот этих эмоций, которые вы проживаете. Вы их услышите. Может быть, не сразу. Может быть, сначала они будут очень такие незаметные, мало выразительные, но вы их почувствуете. И здесь именно это достигается через практику. Чем вы больше практикуете, тем вот эта тонкая связь, ощущений вашего нынешнего состояния проживания, она будет более ярко выражаться. И через какое-то время для вас это станет естественным состоянием. Поэтому не бросайте и просто тренируйтесь. Когда вы проработаете свои вот эти состояния, ощущения, следующим этапом мы уже с вами попробовали на сегодняшней утренней медитации представить своего друга, именно друга. И постарайтесь, чтобы друг ваш был, это не ваш ребенок, не ваш муж или жена, не там, ваш в общем, какой-то человек с непонятными образом. Вот. То есть это именно вот друг, это пусть будет реальный человек. Желательно, чтобы он был с вами одного пола, вот, которому у вас только позитивные эмоции. То есть это может быть даже какой-нибудь киногерой, это может быть какой-нибудь, выберите того человека, кому у вас именно вот такие позитивные, не отталкивающие эмоции. Поставьте его мысленно перед собой и выполните всю ту же самую работу, которую выполнили по отношению к себе. Ощутите в самих себя эмоции и чувства к этому человеку. Попытайтесь именно сейчас, которые происходят, не которые вы хотели бы, чтобы они были, а именно сейчас, в данный момент, эти эмоции, которые у вас сейчас происходят. И попытайтесь их пережить. Попытайтесь ощутить эти эмоции. Вы увидите очень много тонких вещей, которые вы раньше не замечали, не обращали внимания к своему человеку, которого вы считаете другом. Вы их разглядите в новых качествах, в новых подробностях. И вы увидите новые таланты, за которые еще больше можно любить своего друга, за которые еще больше нужно уделять ему внимания. И направьте всю свою энергию вашей любви и дружественности к этому человеку. Всем потоком, из всего сердца. Также произнесите фразу,
вот ту, которую вы желаете своему другу, чтобы он был здоров, что он есть здоров, чтобы он был счастлив, что он есть счастлив. Вот эти фразы, которые вы желаете ему, вы их произнесите именно как факт свершившийся. Можете добавлять к этой фразе слова «свершилось», «свершилось», «свершилось». То есть вы произнесли и запечатали, сказали, что это свершилось. Вы также в этом потоке своих чувств, своих эмоций, своей позитивной работы к этому человеку, к своему другу, не стесняйтесь присовокуплять образы. Образы цветов, образы природных явлений, те, которые вызывают у вас позитивные эмоции. Наполните пространство между собой и вашим другом вот этими образами, чтобы это еще больше закрепилось. Следующим этапом мы переходим к нейтральному человеку. Это может быть любой человек, которого вы даже не знаете. Может быть, вы сегодня шли и его просто встретили. Вы ехали в метро, увидели человека, который вас проверял на входе в метро. Вы выходили из подъезда, кто-то там сидел на скамеечке перед подъездом, вы не знаете этого человека, просто человек. У вас к нему ни отторжения, ни восторга. Вот полная нейтральность. И также поставьте этого человека перед собой и понаблюдайте за вашими эмоциями, за вашими чувствами к этому человеку. Оцените ваши эмоции и чувства, те, которые есть сейчас. Сейчас вот к этому нейтральному, абсолютно неизвестному вам человеку. 2-3 минутки понаблюдайте, ощутите вот эти эмоции в себе и направьте к этому человеку весь свой поток дружественности и любви. Не стесняйтесь делиться энергией любви, энергией радости. Улыбка, она всем приятна, и животным, и растениям, и людям. Вот эту радость, эту эмоцию направьте на этого человека. И также минут 5 вот поработайте, вот направляя всю свою энергию, всю свое желание дружественности, радости на этого человека. Также пожелайте ему здоровья, пребывания в здравии, пребывания в счастье, пребывания в радости. Также наполните пространство между этим нейтральным человеком и вами какими-то приятными образами. Следующим этапом поставьте перед собой трудного человека. Трудного человека для вас, с кем у вас нету положительного контакта, с тем, кто вас раздражает или кого вы раздражаете. Вот те сложные отношения, ну, считайте, что может быть это ваш враг, может быть это человек, который вас недолюбливает. Вот поставьте его перед собой и переживите вот эти эмоции, которые есть сейчас у вас к этому человеку. Подумайте, почему он настолько несовершенен, что он на вас направляет такие негативные силы, такой негативной энергии. Может быть, он действительно воспринимает эту жизнь как-то иначе, не так, как вы. Вот сосредоточьтесь на этих эмоциях и попробуйте именно воспринять вот с его точки зрения, как он смотрит на этот мир. Потом подумайте, а как можно направить, вот какие силы, какие энергии, какие чувства направить к этому человеку. Может быть, ему нужно действительно пожалеть, может быть, ему не хватает внимания. И вот постарайтесь пережить вот эти вот эмоции, которые бы его наполнили и дали возможность вам понять его, почему у вас такие трудные отношения с ним. И
протяните ему вот эту руку дружбы, руку радости, руку любви и наполните его. Даже вот если у вас самые там злейшие отношения, вот постарайтесь настолько нейтрализоваться, настолько подняться над этой проблемой и заполнить ее так, чтобы этот человек не был для вас вот этим раздражающим фактором. Наполните его энергией радости, энергией любви, энергией дружбы. От всего сердца направьте к нему эту энергию. Также пожелайте ему словами, мысленно, здоровья, пожелайте радости, пожелайте реализации, вот то, что вы считаете ему необходимо для того, чтобы он стал для вас положительным героем в вашей жизни, не вызывал у вас вот эту утечку энергии. И поработайте с этим трудным человеком, и у вас придут решения, у вас придут вот эти ноточки, куда нужно направить, для чего, что ему не хватает, где ему нужно напитать энергией для того, чтобы он изменился и для того, чтобы он стал смотреть на мир другими глазами. Когда вы поработаете с трудным человеком, следующим этапом мы ставим перед собой всех 4 человек. Себя, друга, нейтрального человека и трудного человека. И постараемся направить вот к этим 4 людям равнозначную энергию, чтобы она была равна, вот прям каждому мы посылаем, и мы ощущаем, что мы испытываем равные эмоции, равные чувства, равные ощущения, и мы их посылаем и отдаем этим 4 людям. Мы их наполняем. И появляется у нас вот этот баланс, вот это равновесие. Вот еще 4-5 минут поработайте с 4 людьми и добейтесь вот этого ощущения равновесия. Позвольте вот этому чувству дружественности изливаться именно равномерно на каждого человека. Не анализируйте этих людей, не сравнивайте их никак. Вот просто направляйте. Направляйте свою энергию дружественности. Следующим этапом вы наполняете пространство вот этой энергией любви и дружественности, которая вокруг вас. Наполните комнату. Наполните тех людей, которые физически занимают одно пространство с вами. Наполните дом, в котором вы живете. Наполните город. Наполните землю. Наполните и дадите вот эту энергию дружественности, радости всему живому. Людям, животным, растениям, рыбам, птицам, всем. Все, что есть живое, наполните их этой энергией дружественности и радости. Мысленно себе ощутите, как каждый, кому вы направляете свою энергию дружественности и радости, именно радуется, восполняется, и вам возвращают в ответ такую же энергию. И вот эта ваша медитация, она постепенно расширяется и заполняет все бесконечное пространство вокруг вас. Вот в таком состоянии, когда вы заполните все пространство, когда вы насладитесь вот этой энергией и разберете, выровняйтесь по отношению ко всем людям, постепенно открываем глаза и приступаем к новому дню. Такую медитацию мы выполним с вами завтра. Эту запись я вам рекомендую прослушать еще много раз. И каждый раз, когда вы практикуете медитацию, после практики еще раз послушайте. Может быть, вы услышите какие-то советы, которые вы не учли во время медитации практической. И ее можно делать ежедневно. И у вас каждый день будут открываться новые картины. Вы каждый день будете для себя делать новые открытия. Вы каждый день
будете наполнять смыслом. Вы каждый день будете наполнять осознанностью, ради чего вы живете и зачем вы живете. Я желаю вам успехов. И завтра утром запускайте, включайте медитацию, которую я выложу в 7 утра. И приступаем к практике.